Пойдем покажем детям, как надо штурмовать. Но все надеются, что этого не будет. Дорога смерти. Филиал ада на земле. Так описывают это место военные по обе стороны фронта. Весной 23-го года здесь шли ожесточенные бои. Российская армия пыталась захватить промзону Белогоровки, мощный укрепрайон ВСУ к северо-западу от Луганска. На второй неделе штурма российская пропаганда рассказала о триумфальном взятии промзоны. Отряд из 22 бойцов Ахмата сразу же начал штурм промзоны Белогоровки, удерживаемые украинской нацгвардией и элитной 77-й отдельной аэромобильной бригады. Их быстро одолели. На самом деле, позиция так и не перешла под российский контроль. Бои продолжились, а чеченский спецназ «Ахмат» — не единственное отделение, штурмовавшее укрепрайон. Был еще один отряд, но о нем умолчали в сюжете. На протяжении полугода бойцы этого отряда воевали в промзоне словно призраки. Это черные бушлаты, штурмовой спецназ из заключенных. Они сидели за тяжкие преступления и отправились на войну в обмен на досрочное освобождение. В боях за Белогоровку погиб почти весь личный состав черных бушлатов. Вербовка осужденных — засекреченный военный проект. Через этот эксперимент прошли уже десятки тысяч человек. Те, кто выжил, возвращаются на улицы российских городов. При этом сотни безымянных штурмовых рот постигла схожая с бушлатами участь. Много пацанов полегло, конечно. Но ничего, держимся. Почему о них не говорят вслух? В чем экс-заключенные могут подозревать своих командиров и руководство страны? Что именно российская власть пытается скрыть? Я журналист расследовательского проекта «Система». Я изучаю российские военизированные формирования из серой зоны, различные ЧВК и подразделения из числа экс-осужденных. Поначалу российские власти старались не афишировать вербовку заключенных на войну, но очень быстро этот эксперимент разросся до таких масштабов, что скрывать его стало невозможно. Я расскажу, как с отправки на фронт небольших групп заключенных начинался этот эксперимент, и покажу его эволюцию в боевой механизм из нескольких сотен штурмовых рот, среди которых нашлось место даже полусекретным подразделениям спецназа. В процессе работы над этой темой мне удалось собрать огромный массив справок и документов о военной службе российских заключенных, письменные источники, устные свидетельства самих бойцов и их родственников. Большая часть информации найдена в открытых источниках. Солдаты возвращаются с фронта, делятся документами и своими историями в соцсетях или в специальных чатах. Российские заключенные участвуют в агрессивной войне. Осужденные за убийства, грабежи, насилие и наркотики. Кто-то за экономические преступления. Все они досрочно покинули тюрьму и отправились на украинский фронт, чтобы убивать. То, что они рассказывают о своей службе, за гранью человеческих норм. Это возвращает нас в самые мрачные времена российской истории. Государственная система подавляет людей, использует их в качестве расходного материала, чтобы захватить территорию соседней страны. Мы скрываем имена и лица некоторых источников из соображений безопасности. По этой же причине некоторые документы будут показаны фрагментарно. Пошли, Господи, архангела Михаила своего на помощь рабам Твоим, мирмидонцам. Наставь и поддержи нас. На этом видео молитва и подготовка к бою российских штурмовиков. Экс-осужденные служат именно в штурмовых ротах. На украинском фронте такие подразделения используются для сражений на переднем крае. Их задача — захват и зачистка зданий укрепрайонов, например, лесополос. Почему заключенных определили именно в штурмовые отряды? Первый год войны стал для российской армии периодом тяжелых потерь. Одна из краеугольных проблем заключалась в критической нехватке пехоты. Штурмовые задачи, обычно выполняемые пехотинцами, легли на плечи спецназа, морпехов, десантников. А потом и эти бойцы, элита армии, практически закончились. Проблема стала очевидной для российского командования.
концу 1922 года в армии начали появляться специализированные штурмовые подразделения с общим названием «Шторм». Сразу оговорюсь, чтобы не путаться. В штормах без литер служат обычные военные, а вот «Шторм З» и «Шторм В» формируются из заключенных. Свои штурмовые отряды, составленные из добровольцев, были и у ЧВК «Вагнер», когда она присоединилась к российской армии в Большой войне. Позднее именно в штурмовые отряды Пригожин начал набирать еще и заключенных. Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. Вот вырезки из нескольких методичек по тактике штурмовых атак. Они разработаны в недрах Генштаба и Центра подготовки штурмовиков уже после начала Большой войны. Не так представляли себе эксперты войну в 21 веке. После неудачного блицкрига российской армии украинский театр военных действий увяз в затяжных позиционных боях, которые напоминают баталии времен Первой мировой. Именно на той войне в составе немецкой армии появились первые штурмовые отряды, образец теперешних. Позднее тактику штурмовых отрядов применяли и Германия, и Советский Союз во Второй мировой войне, также включая заключенных в свои ряды. Но на эту черную пехоту немцы потратят пули, предназначенные для наших советских солдат. В 1923 году Британский институт оборонных исследований опубликовал доклад, посвященный тактике российской армии. Отдельно в докладе рассматривается роль заключенных на войне в Украине. С их помощью российское командование, и далее цитата, цинично, но последовательно решило проблему нехватки личного состава, создав таким образом расходную, одноразовую пехоту. Военное командование может использовать заключенных как таран, направляя штурмовые роты в лобовые атаки. Среди Z-военкоров и блогеров появились как бы нейтральные выражения для описания этой мясорубки. Стачивание пехоты, истощение живой силы. Роты не выводятся с позиций до тех пор, пока не сточатся в ноль. Как сама российская власть объясняет вербовку заключенных? Газета Минобороны пишет, что призыв зэков не был шагом отчаяния. Решение якобы было вполне рациональное, спокойное и взвешенное. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что таким образом Российская Федерация дает заключенным шанс искупить свою вину кровью. Ведь Господь милостив, каждому дает шанс. В любом возрасте ты можешь в целом раскаяться и исправиться. Так что все на фронт отмываться! Десятки тысяч заключенных, в том числе с тяжкими статьями, получили в руки оружие и отправились на самые горячие участки фронта. Кто из военных командиров мог предложить такую идею? На каком уровне власти было принято и задокументировано это экстремальное решение? Отправной точкой в истории эксперимента стал июль 2022 года. Евгений Пригожин и вербовщики ЧВК «Вагнер» начали рекрутировать заключенных из колоний. А Минобороны в это же время инициирует создание собственных штурмовых отрядов из числа осужденных – «Шторм З». Но об этом еще никто не знает. Все началось в Кремле. 4 июля 2022 года Владимир Путин встретился с тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. Пожалуйста, Сергей Кузьминович. Шойгу зачитал президенту доклад о положении дел на фронте. Путин напомнил министру обороны, что до встречи с ним успел поговорить с двумя российскими генералами. Как вы знаете, генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня тоже о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций. А затем добавил безапелляционно: Министерство обороны и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах. Мы не знаем точное содержание разговоров Путина с генералами. Их встреча была не публичной. Однако в тот же день, 4 июля 2022 года, Владимир Путин подписал секретный указ с номером ПРС 563. Он дал старт подготовке Министерства обороны к набору заключенных в роты «Шторм З» и обнаружил ссылку на указ вот в этом документе. Это памятка, которая распространялась в 2023 году в российских колониях. Она призывает осужденных на службу под эгидой Минобороны. Памятку составили политруки военного ведомства. На одной из страниц документа, где указаны критерии набора штурмовые роты, написано:
В соответствии с указанием президента Российской Федерации от 4 июля 2022 года номер ПРС 563 проводятся мероприятия по привлечению лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание в исправительных учреждениях по добровольному участию в специальной военной операции в составе штурмовых рот Z. О чем это говорит? Почва для вербовки зэков Министерством обороны готовилась уже тогда. Не прошло и полугода с начала Большой войны. Указ засекречен, его нельзя найти в открытых реестрах. Однако на этот же номер путинского указа ПРС 563, говоря об участии российских заключенных в Большой войне, ссылается и украинская военная разведка. Также ГУР утверждает, что российское руководство создало специальную комиссию по контролю за набором осужденных, а возглавил ее генерал-майор Олег Пальгуев, в прошлом глава разведки ВДВ. Я обратил внимание, что именно Пальгуев был одним из высокопоставленных военных, кто визировал согласие заключенного отправиться на войну. Документ, поначалу заменявший зэком воинский контракт. Пальгуев – давний сослуживец Сергея Суровикина. Пальгуев был подчиненным Суровикина в горячих точках и часто следовал за шефом, где бы тот ни служил. Сайты с компроматом и вовсе называют их близкими приятелями, а самого Пальгуева чуть ли не адъютантом Суровикина. Говоря о своем командире, Пальгуев патетично сравнивает его с великим русским полководцем. Суворов Александр Васильевич и Сергей Владимирович Суровикин – это два великих человека, которые каждый в свое время мог повести за собой людей в атаку, вперед, выполнить поставленную задачу и с честью вернуться в родные края. Итак, мы знаем, что в день подписания секретного указа генерал Суровикин внес некие предложения по дальнейшему развитию наступательных операций. Спецкомиссию по контролю за экспериментом возглавил Олег Пальгуев, человек Суровикина. Последний, в свою очередь, возглавлял тогда южную группировку войск, ключевую в вопросе формирования рот Шторм Z. Однако окончательное решение принял не генералитет. Команду «Старт» для эксперимента дал своим указом лично президент России Владимир Путин. Министерство обороны приступило к созданию своих штурмовых рот «Шторм Z». А тем временем, параллельно, вовсю развернулась кампания по вербовке заключенных представителями ЧВК «Вагнер». В 2022 году весь мир облетели кадры, где бизнесмен Евгений Пригожин призывает осужденных из российских колоний отправиться воевать в Украину в составе ЧВК «Вагнер». Итак, я представитель частной военной компании, называется она ЧВК «Вагнер». И у меня есть разрешение забирать любых заключенных с любых зон, с любыми статьями и сроками, естественно, по вашему желанию, для работы с нами. Так начался проект К. Буква К, вероятно, от слова «колония». С этой буквы начинались личные жетоны всех заключенных, поступивших на службу в Вагнер. У эксперимента с заключенными было и второе, загадочное название – проект номер 42174. Пригожин начал рекрутировать заключенных в родном для себя Петербурге и Ленинградской области. Первой колонией, из которой поступила информация о вербовке, оказалась питерская ИК-7, более известная как Яблоневка. Это мужская колония строгого режима, где за порядком следят активисты, то есть осужденные, близкие к администрации. Ночью 6 июля 2022 года из Яблоневки вывезли первую группу, несколько десятков человек. Вчерашние заключенные стали новоявленными вагнеровцами. Стартовала массовая кампания по вербовке осужденных. Сотрудники ЧВК проехали почти всю Россию, включая такие отдаленные места, как Норильск, Сахалин и Магаданскую область. Заключенным предлагалось отвоевать полгода на фронте в обмен на помилование, полное снятие судимостей, зарплату от 100 тысяч рублей в месяц и страховые выплаты семье в случае гибели или тяжелого ранения. Миловал заключенных лично президент Путин. Тогда это была, по сути, единственная возможная юридическая лазейка для отправки осужденных на фронт. Эти указы секретны, их не найти в открытых государственных реестрах. Вот как Пригожин описывал осужденным идеального кандидата для вступления в ЧВК «Вагнер». Идеальный кандидат, так скажем, Илья Муромец со строгого режима, не в первый раз судимый. 30-45 лет от роду, крепкий, уверенный в себе, выносливый, желательно отсидевший пятнашку и более,
желательный впереди пятнашка и более, желательно не один раз за убийство, тяжкие телесные, разбой, грабеж. Если администрацию какую-нибудь элементов, это еще лучше. Нам нужны ваши криминальные таланты. Вербуя заключенных, глава ЧВК «Вагнер» подчеркивал, что его компания — это ОПГ, которая помогает армии России. По истечении 6-месячного контракта часть выживших заключенных продолжила применять свои криминальные таланты и в мирной жизни. Кто-то даже вступил в реальные преступные группировки. Вы наверняка встречали новости о том, как очередной экс-вагнеровец, освободившийся из колонии благодаря участию в войне, вновь попал за решетку за жестокое убийство. Но вернемся непосредственно к войне. Бывший вагнеровец Александр Стрельников написал книгу воспоминаний о своей службе. По его словам, к качеству добровольцев в ЧВК тогда не особо присматривались. Из колонии на войну забирали даже ВИЧ-положительных осужденных и больных гепатитами. Их распределяли в специальный отряд Umbrella, названный так по аналогии с одноименной корпорацией Umbrella из видеоигры Resident Evil. Корпорация по сюжету производила биологическое оружие. Тогда весь мир содрогнется. Пригожин утверждал, что в Вагнере к заключенным будут относиться как к равным. Однако бывалые вагнеровцы были более откровенны с добровольцами, которых набирали с гражданки. Вы с ними, с заключенными, вряд ли пересечетесь. У них свои задачи, а у вас свои. Вот что рассказывает о подготовке зэков инструктор Вагнера, бывший спецназовец с позывным «Брест». Первые отряды кашников, так называли заключенных внутри компании, в июле 22-го шли в бой практически с колес, так как еще не было налажено обучение. По моим данным, из первой 1000 в живых осталось 82 человека. Подготовка велась 20/7, 4 часа сна. На занятиях инструктора в них стреляли, бросали гранаты, обстреливали минами, ездили по ним броней. Допускалось 13% безвозвратных потерь при обучении. Экспериментально заключенные начали воевать уже с июля 22 года в Донецкой области, а масштабные баталии с участием вчерашних осужденных начались осенью того же года в многомесячной битве за Бахмут. Она закончилась лишь в мае-июне 23 года, тогда город перешел под контроль российской армии. Позднее эту битву окрестят Бахмутской мясорубкой, во многом из-за вагнеровской тактики ведения боя. Заключенные шли в авангарде, их отправляли атаковать в лоб. Штурмовые отряды по 8-12 человек подходили вплотную к украинским позициям и начинали штурм. Позднее такой стиль нападения назовут просто – мясные атаки. Добровольные наемники и зэки гибли в совершенно разных пропорциях. Пригожин говорил, что в битве за Бахмут погибло 20 тысяч вагнеровцев. Это правда. А вот заявление Пригожина о том, что соотношение погибших среди бывших зэков и добровольных наемников 50/50 – неправда. Подавляющее большинство убитых в Бахмуте вагнеровцев составляют осужденные. 88% от общего числа погибших. Инструктор Вагнера с позывным «Брест» рассказывает. Кашники в каждом бою шли до конца, поэтому мало раненых относительно погибших. Обычно в 2-3 раза перевес. Те, кто остался боеспособен, шли на новый штурм снова, пока не выходил из строя в качестве 200-го или 300-го. Поэтому высокий процент выбывших относительно всех. Всего на выплаты родственникам заключенных, погибших под Бахмутом, ЧВК «Вагнер» потратила 92,5 миллиарда рублей. Строительство дворца Путина обошлось несколько дороже, но величины вполне сопоставимы. В медиа Пригожин пытался создать героический миф о зэках-вагнеровцах. Я историю рассказывал, которую про парня, 52 года, 30-ка была отсижена, по-моему, погиб героически там. Ему тыл закрыли, ему некуда было уходить, он просто подорвал себя. F1 взорвал. Насколько я знаю, человека 4 с собой забрал. Красавчик вообще. В начале февраля 23 года Пригожин объявил об остановке кампании по набору заключенных, ссылаясь на решения, принятые наверху. Тогда я звонил вербовщикам ЧВК «Вагнер» и, представившись другом осужденного, спрашивал о возможности отправиться на войну из колонии. Нет, вариантов нет. Набор СК пока остановлен. Нашлись люди, которые все это остановили. Проект К завершился. В мае Пригожин объявил о том, что Вагнер покидает свои позиции в Бахмуте. Ну, а что было дальше, вы знаете. Шойгу! Герасимов! Пошел! Мы не дадим этому повториться.
Первый шаг в проекте «Шторм Z» Министерство обороны сделало только в конце сентября 2022 года. Постепенно начали вербовать заключенных из так называемых красных колоний, где отбывают наказание бывшие силовики. Одна из первых пробных групп зэков могла отправиться на фронт уже в ночь на 11 октября. Тогда у журналистов и экспертов еще не было понимания, что это за формирование «Шторм», «Шторм Z». Активный набор осужденных под крылом Минобороны начался в конце января 2023 года. А уже в следующем месяце этот эксперимент пережил судьбоносный поворот. 9 февраля Пригожин объявил о прекращении набора заключенных. Спустя 2 недели, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения, глава Генштаба Валерий Герасимов издал засекреченный указ. Этот указ официально запустил проект «Шторм Z» и закрепил за осужденными статус добровольцев, но с оговоркой. Именно спецконтингент. Я заметил упоминание этого распоряжения в нескольких справках Минобороны, которые военное ведомство направило вернувшимся с фронта заключенным. Полный текст указа Герасимова неизвестен из-за секретного статуса. Зато известно содержание другого документа Минобороны с грифом «Для служебного пользования». Судя по всему, он был издан тогда же, в феврале 2023 года. Это положение о штурмовых ротах Z. В нем военные разъясняют прикладные аспекты взаимодействия боевых командиров с заключенными. Я еще не раз буду возвращаться к нему. А пока зафиксирую, что проект «Шторм Z» заработал в полную силу уже с весны 2023 года. Засекреченная программа по набору заключенных в роту «Шторм Z» получила кодовое название «За свободу». Обычно вербовка осужденных в штурмовые роты проходила следующим образом. Представители Минобороны приезжали в колонию и собирали заключенных на плацу или в столовой. Рассказывали об условиях службы, упоминали про высокие зарплаты и помилования. Желающие отправиться на войну вносили свои фамилии в специальный список. Кандидатов пофамильно утверждали оперативники колонии. Условно говоря, тюремные полицейские. Если желающих в колонии набиралось достаточно, то их распределяли по партиям. Эта группа отправится на войну в апреле, это в мае и так далее. Затем заключенных из одного региона группами по 250-300 человек доставляли военно-транспортным самолетом в Ростов-на-Дону. Прямо в ангаре одной из авиационных баз зэки подписывали полугодовой контракт с Минобороны. Сюда же возвращались выжившие по истечению срока службы, получали паспорт и справку об освобождении. Контракты заключенных отличались от тех, что подписывают обычные военные. Зэки подписывали либо уже упомянутое ранее согласие, либо бумагу о пребывании в добровольческом формировании. Контракты не отдают заключенным на руки и не пересылают в воинские части. Эти документы относятся к категории с ограниченным доступом. Их отправляют из Ростова по секретной почте напрямую в Главное управление Генштаба. Это современное обозначение военной разведки – ГРУ. Там контракты хранятся во внутреннем архиве. Это важно. Далее я подробно расскажу, как «Шторм Z» связан с военной разведкой. После подписания бумаг заключенных отправляли обучаться на один из прифронтовых полигонов в России, или так называемых ЛНР и ДНР. Согласно положению о «Шторм Z», перед отправкой на фронт заключенный должен тренироваться в течение 10-15 дней. Однако часто бывало так, что зэков посылали на фронт раньше положенного срока. Даниил Туленков, автор вот этой книги «Шторм Z. У вас нет других нас», вспоминает о своем опыте войны в составе роты зэков, что силком на тренировке никто никого не гнал. Были люди, которые ходили на полигон всего 3 раза за 2 недели, а все остальное время пинали говно в лагере. Упор при обучении, по словам автора, делался на штурм окопов. А еще, по воспоминаниям Туленкова, инструкторы говорили зэкам: «В плен и не думайте сдаваться, вас никто вытаскивать не будет». Стоит сказать, что в январе 2024 года в ходе обмена пленными в Россию все же вернулось 180 экс-заключенных. Владимиру Владимировичу отдельности, конечно. Спасибо большое вам! Зарплата бойцов «Шторм Z» в зоне боевых действий составляла около 100 тысяч рублей в месяц. Вот несколько расчетных листов от заключенных, которым повезло выжить и завершить 6-месячный контракт. В зависимости от должности, за полгода они получили от 450 до 600 тысяч рублей на руки после уплаты налогов. В то же время контрактники и мобилизованные зарабатывают в 2 раза больше, от 200 тысяч рублей в месяц.
Заключенным полагались выплаты за ранения от 50 тысяч рублей за легкое ранение и 300 тысяч рублей за тяжелое, которые зачастую приводят к пожизненной инвалидности. Много это или мало? Прокремлевская некоммерческая организация «Женский фронт» занимается юридической помощью военным и называет такие выплаты по ранению самой большой несправедливостью в отношении бойцов «Шторм-Z». Судя по чатам, где общаются бывшие осужденные, им бывает сложно получить выплаты даже за легкие ранения. А на протяжении всего времени существования проекта «Шторм-Z» в сети то и дело появлялись ролики и посты, где штурмовики жалуются на невыплату зарплат и компенсаций. Тебе сколько дали денег? Дали. Ну, Вове Путину-то привет хочешь передать? За родину воевал. В случае смерти бойца его родственникам полагается выплата в 5 миллионов рублей. Вещевым имуществом зэков обеспечивали раздельно с бойцами, завербованными не из колоний. Осужденным, например, выдавали автомат АК-12. Это современная, но критикуемая версия автомата Калашникова. Вот это, ребятки, АК-112. Итак, 1000 заключенных оказались на фронте. Далеко не всегда должным образом обученные, зачастую плохо экипированные, но с криминальными талантами. Подразделения «Шторм-Z» были растянуты по всей линии фронта и, в отличие от вагнеровцев, присутствовали практически на всех направлениях – Харьковском, Луганском, Донецком, Запорожском, Херсонском. Участвовали в наиболее затяжных и кровопролитных баталиях – Авдеевка, Бахмут, Работино, окрестности Белогоровки. Согласно положению о «Шторм-Z», роты из осужденных формировались отдельно от обычных подразделений. Смешивать зэков с контрактниками и мобилизованными было запрещено. Зэки воевали в отдельных ротах, в каждой более сотни человек. Однако по ходу войны роты Z стали использовать и как штрафные подразделения. Туда за провинность могли перевести мобилизованного или контрактника. Быстро поднимай своих штрафников. Объявляю боевую задачу. Захватить плацдарм! Отдельные штрафные батальоны были и для самих зэков. Даниил Туленков в своей книге вспоминает, что бойцов «Шторм-Z» в его полку пугали командиром одного из штрафбатов с позывным «Берш». К нему, Бершу, отсылают на перевоспитание плохих парней. Он перевоспитывает их, загоняя в штурмы пулеметных точек. И если бы у него было бы свое собственное кладбище, то оно занимало бы футбольное поле. Парни уже сколько времени лежат. После первого штурма пацаны уже лежат сколько. О высокой смертности заключенных в штурмовых подразделениях говорят не только они сами, их родственники или независимые медиа. Такое циничное использование зэков признает и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Они все пойдут на контракт вооруженные силы не поварами, не водителями, а пойдут в штурмовые подразделения, где реально будут искупать свою вину. И я сейчас не буду называть вам проценты, сколько из них потом возвращается. Но этот процент весьма-весьма небольшой. Почему процент возвращенцев с фронта весьма небольшой? Это можно объяснить спецификой «Шторм-Z», общей, вероятно, для всех рот, сформированных из числа заключенных. Так ее описывает Даниил Туленков в своей книге. Мы берем на себя обязательство идти в самую жопу, в самое лютое мясо, туда, куда не пойдет больше никто. Речь идет о мясных штурмах, в которых приходится участвовать бойцам «Шторм-Z». На военно-бюрократическом языке особо сложные боевые задачи. Смерти в глаза мы постоянно смотрим, потому что мы штурма. Как говорится, мы первые, кто смотрит смерти в глаза. О том, как российское командование направляет штурмовиков на верную смерть, мне рассказал один из участников войны в Украине. Контрактник российской армии, он участвовал в штурме на Купинском направлении вместе с осужденным. После увиденного на фронте он решительно осуждает российскую агрессию в Украине. Мы не раскрываем его личность из соображений его безопасности. Голос штурмовика изменен. Расскажите о штурме, в котором вы участвовали. Как он проходил? Это было несколько лесополки, как это называют, подряд они стояли. То есть и вот
была лесополка, где был очень мощный опорный пункт ВСУ. Это длинная, достаточно метров, наверное, 200-300 полоса лесонасаждений, очень узкая, метров максимум 5, ну, может, 10 в ширину. На протяжении ее стояли 3 очень хороших разветвленных окопа. Первые 2 окопа отбили до нас туда бросили. И в самом конце стоял самый мощный такой вот, укрепленный такой окоп, то есть такой разветвленный сеть траншей с 2 мощными пулеметами и АГС украинцев. И вот на эти пулеметы туда вот, штурмовиков просто человек просто постоянно нескончаемым потоком. То есть посылаются взвод, его раздолбали, следующий взвод посылают, его раздолбали. То есть, как мы потом обсуждали, это в смысле, что идея была такая, то есть ты выходишь, делаешь 2 капка лопатой, тебя убивает, приходит следующий человек, берет свою лопату, делает следующие 2 капка, там, и какой-нибудь 500-й по счету наконец-то докапывает этот окоп, и ему в безопасности. Вот волна за волной. Что вы знаете, вот наблюдали лично, как используют на передовой роты осужденных? Вот этот речевой оборот, там, мясные штурмы, это реальное положение дел для них? Тут надо понимать тоже, как бы есть штурмовые отряды, штурм Z, это мясные штурмы. Без вариантов. То есть очень большая убыль, очень большое выбивание людей, к ним отдельное отношение особое. Они, как сказать, это все-таки, да, это люди, которые, как бы для затыкать дырки и умирать, по большому счету. Но когда именно такая задача, когда надо что-то штурмовать, при этом штурмовать это невозможно, вот туда пошли, да, точно, совершенно в первую очередь. Их просто гнали туда, вот, и там не считали с потерями вообще. С нами тоже примерно так же было. Вот, но с нами это еще как-то всех возмущало, и комбат, он говорил, ребята, там, попрячьтесь, там, и так далее, потому что понимал, что это что-то совсем неадекватно. Потом вообще говорилось так, что вот ребята из штурма Z, их положат первыми, а потом погонят нас. И есть шанс, что их положат, и нас уже не погонят. Но вот именно в такое мясо, да, посылают первыми Z, по всех остальных. Последняя капля, дружище, последняя капля будет. Когда ты начнешь там и поднимать саботаж, последняя капля будет у меня. Я тебя выведу, у тебя в огород и прибараню. Вот это будет последняя капля, понял? И мне за это не. На этой аудиозаписи командир с позывным «Титан» угрожает расправой одному из бойцов «Шторм Z». Согласно документу положения о «Шторм Z», Министерство обороны буквально разрешает расстрелы командующим ротами зэков. Командиры оставляют за собой право применять оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения в боевых условиях. Видео, которое вы увидите далее, никогда ранее не публиковалось в медиа. На нем зафиксирован инцидент в одной из рот «Шторм Z», которая входит в состав 114-й отдельной мотострелковой бригады. Пьяный командир избил нескольких экс-заключенных и даже пытался стрелять по ним. Стрельба происходит! Мужики, что происходит? Съемка идет! Вот сейчас комбат и след побили одного парня. Вон еще 2-й и 3-й. Это комбат базы. Бухой. Он и стрелял. А вот за это он получил. А вот что пишет об отношении командиров Даниил Туленков. Рядовые бойцы и младшие командиры относились к нам, зэкам, как к равным. У нас были братские отношения. Начальство же повыше рангом воспринимало нас как двуногий тягловый скот и свое отношение даже не скрывало. Мы были для них чем-то вроде Хиви, вспомогательных сил при пехотной дивизии вермахта, расходник, требуемый для того, чтобы освободить для более важных дел своих штатных бойцов. А тут ты не знаешь, да, Коль, что на войне есть люди важные, а есть менее важные. Проект «Шторм Z» напоминает организм, который в поисках живой силы пустил щупальца по всей стране. Где расположен мозг этого квазиорганизма? Начнем с того, что мозг у него не один. Часть оперативного руководства «Шторм Z» находится в Южном военном округе, а именно в Ростовской области. Южный округ ключевой для российской армии в конфликте с Украиной. Именно там расположен штаб объединенной группировки войск, главный мозговой центр, так называемое СВО. С января 2023 года его возглавляет Валерий Герасимов, начальник Генштаба.
а до него генерал Сергей Суровикин. В структуру объединенной группировки входит Центр подготовки применения штурмовых подразделений и подразделений усиления. Он отвечает за тактику штурмов. Помимо этого, Центр разъясняет заключенным вопросы, связанные с их службой и лечением. Центр располагается в здании Ростовского дома офицеров. Еще один рычаг управления находится у руководства 8-й армии Южного военного округа. Командиры именно 8-й армии должны были утвердить положение о Шторм-Z. Судя по многочисленным документам, за отряды Шторм-Z отвечают 2 воинские части именно 8-й армии. Ведением кадровой документации заключенных занимается ростовская часть 22-179, а за их финансовые документы отвечает воинская часть из Новочеркасска, где находится штаб 8-й армии. Другой управленческий орган эксперимента с заключенными находится в столице. Это военная разведка, ГРУ. Напомню, что контракты заключенных имеют особый гриф секретности и хранятся в архиве разведуправления. Сведения о погибших зэках руководство 8-й армии направляет секретной почтой в офис разведки, Главное управление Генштаба. Выплаты, насколько можно судить из документов части 22-179, осуществляют не структуры Южного военного округа, а ГРУ в Москве. Цитирую документ. Финансовое обеспечение, производство различных выплат добровольцев Шторм-Z возложено на Московскую воинскую часть 45807. Адрес части указан в выписке. Хорошевское шоссе 76Б. По этому адресу расположена штаб-квартира ГРУ, а командир этой части Игорь Олегович Костюков, глава военной разведки. Вот скриншот о поступлении денег из этой ВЧ бывшему заключенному. Одновременно с созданием Шторм-Z российская Минобороны и ГРУ объединили разрозненные наемнические формирования в единую структуру – добровольческий корпус. В него вошли те отряды, где солдаты служили в статусе так называемых добровольцев. В таком же статусе, напомню, воевали в Украине и бойцы Шторм-Z. Руководство ГРУ закрепило свой статус куратора крупных добровольческих отрядов российской армии. И Шторм-Z, судя по всему, не стал исключением. Владимир Путин впервые публично признал, что милует заключенных для отправки на войну лишь в июне 2023 года, спустя почти год после того, как реально начал это делать. Я же подписываю указ о помиловании. Видимо, для того, чтобы легче было вести реестр помилованных заключенных, их формально приписывают к исправительной колонии номер 12 в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Она отвечает за оформление и выдачу президентских помилований заключенным. Мне удалось достать копии нескольких справок о президентском помиловании. Все они выписаны колонией из Каменска-Шахтинского. Обычно помилование будущий боец Шторм-Z получал за несколько дней или в тот же день, когда отправлялся из колонии на войну. После начала боевых действий и старта набора заключенных данные о числе президентских помилований не публикуются. Указы засекречены. Поэтому точное число осужденных, отправленных на войну, доподлинно неизвестно. Я надеюсь, что был проведен глубокий анализ после событий с ЧВК «Вагнер», и уже есть какая-то аналитика по рецидивам тех, кто был заключен контракт в колонии. Даниил Туленков в своей книге предполагает, что в отличие от вагнеров, куда зэков набирали без особого разбора, Минобороны принимала в свое распоряжение уже, цитирую книгу, строго протычкованные кадры. Туленков изъясняет. Все мы уже на берегу были помечены как допустимо возвращение в общество и возвращение из зоны СВО нежелательно. Однако в медиа то и дело всплывают жуткие истории. Бывший боец Шторм-Z арестован по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Отпущенный на войну из колонии ярославский сатанист, который издевался над трупами и убивал собак и кошек, по возвращении с фронта загремел за наркотики. С начала войны из колонии освободилось как минимум 3 убийц-людоедов. Аналитики фонда поддержки пострадавших от преступлений отмечают, что секретные путинские указы о помиловании по сути нарушают российскую Конституцию. Основной закон РФ включает в себя 52-ю статью, которая закрепляет права потерпевших от преступлений. В официальном телеграм-канале Министерства обороны нет упоминаний о ротах из числа бывших заключенных. На сайте тоже.
Шторм Z лишь несколько раз вскользь упоминается в региональных газетах ведомства. О шторме не принято говорить вслух. Пиарщики Минобороны не пытаются продать публике образ заключенного, который воюет в Украине. Поэтому осужденные сами как могут формируют свой бренд. Что-то они подсматривают у ЧВК «Вагнер». Вот флаг в стилистике музыкантов. Есть у заключенных и свой слоган «Лучше уже не будет, будет только хуже». Бойцы Шторм Z называют себя взводом самоубийц. Еще одно распространенное самоназвание – «Идущие в рай дорогой ада». А провоенная российская певица Вика Цыганова даже посвятила песню зэкам-штурмовикам. Начиная с зимы 2024 года Министерство обороны начало массово отказывать заключенным в выдаче удостоверения ветерана боевых действий. Хотя до этого некоторым заключенным удавалось получить ветеранку. Бывшие заключенные и их родственники даже обратились к Владимиру Путину через петицию на Change.org. Они просят выдавать бойцам отрядов Шторм Z удостоверение ветерана боевых действий так же, как другим военнослужащим. Даниил Туленков пишет, что жетоны Шторм Z даже не бьются по базам Минобороны, а номер жетона у заключенного – это не личный номер военнослужащего, а указатель в отдельной базе, который используют только для опознания трупов. По инициативе родни погибших, независимо от российских властей, печатается книга памяти Шторм Z. Там кратко пересказывается история жизни и смерти погибшего на войне заключенного. Для портретов, сделанных с помощью нейросети, используются старые фото умерших. А вот родственница погибшего на войне заключенного показывает в специальном чате фотографию стопки справок. Столько бумаг ей пришлось запрашивать у российских властей, чтобы узнать судьбу своего сына. Вот 200-го вытащил Каха. Еще одного. Легенький вообще, прям с мая лежал. Вот вытащили. Ну теперь жена или там родители, кто там, мать или кто-то будет довольна. Хоть сына похоронит. Сколько еще там лежит пацанов. Знаете, сколько вытаскивать еще будем. Ну ладно, все, пока. — 24 июня 2023 года, в разгар Пригожинского мятежа, Владимир Путин подписал федеральный закон 270, закрепляющий возможность освобождения от уголовной ответственности при заключении армейского контракта. На фоне происходящих событий в те дни многие попросту не обратили внимания на этот закон. Так появилась юридическая база для призыва осужденных на службу по контракту с Минобороны. Теперь бывшие заключенные стали служить в ротах Шторм-В, которые российские военные между собой иногда называют «витязями». Набор в Шторм-Z при этом был прекращен. Теперь заключенные подписывают обычный контракт с Минобороны, такой же, как и у любого другого контрактника. А вместо помилования от президента заключенные получают условное освобождение. Полное освобождение и погашение судимости бойцы Шторм-В получат только в случае получения госнаграды, после окончания войны или при потере здоровья. Это более жесткие условия, чем те, которые предлагали заключенным до осени 2023 года. Вчерашним заключенным, по крайней мере на бумаге, становятся доступны льготы военных, включая статус ветерана боевых действий. Они получают личный жетон, а зарплаты уравниваются с заработком контрактников. Мы полноценные, такие же контрактники, как и все здесь служащие. Выглядит так, что теперь военное командование относится к заключенным как к полноправным солдатам. В июле 2024 года на телеканале «Россия-24» показали, как служат зэки в одной из рот Шторм-В. Я отдыхаю. Телевизор. Ваня тоже. Все, да. Кондиционер у него свое. Телевизор, PlayStation, холодильник. Все, чтобы адекватно отдохнуть можно было. Сейчас мы собираемся делать спортзал еще. Действительно ли вместе со сменой литеры Z на «В» кардинально изменилось и отношение к заключенным на фронте? Вот пример одного из внутренних указов Минобороны. Командирам Шторм-В дается указание лечить так называемых «витязей» отдельно от контрактников. Запрещается отпускать их в госпитале, за исключением прифронтовых. Летом 2024 года провоенная журналистка Анастасия Кашеварова рассказала и совсем дикую историю, связанную с «витязями». По ее информации,
На фронт попытались отправить людей с инвалидностью. Около 50 штурмовиков 47-й танковой дивизии, ожидающих операции, отправили сначала во вторую линию фронта, а затем собирались направить на самый передок, как говорят военные, людей на костылях. Бойцов все же удалось вернуть в госпитале. В одном из последующих постов журналистка обратилась к командованию дивизии. Да, это Шторм В. Да, для вас это спецконтингент, но закон нужно соблюдать. Да и здравый смысл. Тем же летом в сети появилось эмоциональное видео с младшим командиром, бывшим вагнеровцем, который тренирует и водит в штурмы отряды Шторм В. Витязей, как и их предшественников, продолжают бросать в лобовые атаки. Мы выбрались группой 30 человек. 138-я бригада. 138-я бригада отряда «Шторм». Мы выбрались не все. Простите, кого не сберу. Выбрались еще не все. Я тащу еще людей. В 2023 году вербовка заключенных достигла такого масштаба, что внутри этого проекта появились экспериментальные формирования. Многие штурмовики из этих подразделений судимы за жестокие убийства, насилие, грабеж или распространение наркотиков. Их набирали из колоний строгого режима. Отдельное внимание уделялось профессиональному опыту осужденных, работа в силовых и военных структурах, служба в горячих точках. Эти экспериментальные боевые единицы стали частью проекта «Шторм-Z». Выжившие вернулись домой по истечению полугодового контракта. Почему эти отряды выбиваются из общего строя? Об этом далее. Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, любимые родные, одна семья. Так начинается опубликованное в июле 2023 года аудиосообщение отстраненного командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак». Сообщение он адресовал, цитата, «своим воинам, военнослужащим 58-й армии». В этом голосовом сообщении Попов объясняет причины своего отстранения от командования. Судя по всему, Попов доложил главе российского генштаба Валерию Герасимову о проблемах в армии. Я вот так, что это в обморок упало на разговоре прямо. Последнему это не понравилось, и вскоре генерал-майора отправили в ссылку. Он присоединился к российскому контингенту войск в Сирии. А затем Попов и вовсе оказался под следствием по обвинению в особо крупном мошенничестве. Монолог Попова не случайно начинается с обращения к гладиаторам. Так генерал с позывным «Спартак» называл бойцов 58-й армии, которую он возглавлял. Именно в структуре 58-й армии и был создан отдельный штурмовой отряд из бывших заключенных с названием «Штормгладиатор». Кто мы? Штормгладиаторы! Гладиатор отличается от просто Шторм-Z тем, что гордо носит статус спецназа. Носи с гордостью этот шеврон. Поздравляю, брат. Спасибо большое. Этому есть документальные подтверждения. На справке о статусе солдата видим отряд специального назначения «Штормгладиатор». Ко второй половине 2023 года «Гладиатор» разросся до батальона спецназначения. Численность батальона может достигать 500 человек. Как осужденные попадали в «Штормгладиатор»? Изначально нас тренировали «Шторм-Z». Потом нас приехали и забрали подразделение «Гладиаторы». Но там мы оттуда все СК. В первую очередь в «Гладиатор» старались отобрать людей с хорошей физической формой, опытом службы в силовых и военных структурах, а также ветеранов боевых действий, в основном чеченских войн 90-х. Рассказали мне несколько человек, знакомых с личным составом «Штормгладиатора». По их словам, на учебном полигоне гладиаторов тренировали в том числе бывшие вагнеровцы и бойцы Ахмата. В батальон старались не брать официально женатых мужчин. Большинство либо холосты, либо живут в незарегистрированном браке. Они работают на тяжелых объектах, сказал мне родственник одного из гладиаторов. Гладиаторы, слушайте внимание, сейчас будет вертушка, прячьте куда угодно. Принял.
Заключенные спецназовцы из «Гладиатора» участвовали в наступательных операциях в селе Работино Запорожской области. Одной из основных локаций, которую штурмовала российская армия в 2023 году. Это небольшое, но стратегически важное село. Вот что пишет о «Гладиаторах» Даниил Туленков, который тоже воевал в Работино в составе обычного «Шторм-Z» и наблюдал работу статусных коллег. Основную работу выполняли наши соседи, коллеги и просто товарищи «Шторм-Гладиатор». Это тоже «Шторм-Z», они тоже приписаны к нашему полку, но проходят по штату как отдельное подразделение. В принципе, «Гладиаторы» — это основная ударная сила. Наше подразделение чисто в боевом плане несколько пожиже. Если говорить образно, мы как «Леопард» и «Рысь». Поэтому у нас боевые задачи чередуются с эвакуационными, транспортно-логистическими, а они просто лютые штурмовики. Зарплата в элитном подразделении не отличалась от той, что получают заключенные в других штурмовых отрядах – от 100 тысяч рублей в зоне боевых действий. Однако главная проблема «Гладиатора» заключается в специфике самой службы. Она сводится к авангардным атакам на передней линии. По сути, подразделение «Таран». По словам одного из бойцов батальона, примерно за 3 месяца интенсивных боев выживаемость в его роте составила менее 40% от общего числа бойцов, не считая пропавших без вести и пленных. Вот так наши парни живут, вот так живут, держат оборону. Конечно, вот наши грустные моменты. Грустных моментов очень много. Как и у любого батальона, «Гладиаторы» были свои командующие. Но у элитного подразделения и командиры люди непростые. Командир «Гладиаторов» — 48-летний полковник Аслан Шурдумов, бывший сотрудник МВД Кабардино-Балкарии. До отправки на войну в Украине он отбывал длительный срок за резонансные убийства. В 2013 году Шурдумов застрелил молодого мужчину из пистолета, а затем сжег его тело в автомобиле марки «Лада Приора». Начальник штаба «Гладиаторов» — бывший адвокат Владислав Оленский, позывной «Корнет». Он прославился тем, что в 2019 году был осужден на 12 лет за взятки. Вместе с бывшим следователем Краснодарского УФСБ Оленский вымогал у бывшего владельца рыбопромышленного холдинга деньги на общую сумму более 55,5 миллионов рублей. Оленский воюет в Украине в звании майора. До занятия адвокатской деятельностью Оленский был профессиональным военным, выпустился из Пензенского артиллерийского училища в звании лейтенанта и проходил службу в парашютно-десантном полку. Несмотря на полусекретный статус батальона, одна малоизвестная группа «Рок-театр» выпустила песню, посвященную «Гладиатору». Всем ассаламу алейкум. Находимся в направлении Урожайное. Закинули нас пару дней назад сюда. Я, командир одной из группы. У нас отряд специального назначения. Цель у нас какая? Цель у нас такая: идти вперед. У нас цель одна: идти вперед, вперед, вперед. Вот так командир одной из групп штурмовой роты «Шторм-Z» Акула с позывным «Искра» описывает специализацию формирования. Штурмы в первом эшелоне. «Акула» была сформирована не позднее 26 апреля 2023 года. По документам «Акула» проходила именно как отряд спецназначения, рассказывает родственница одного из бойцов. Сначала писали штурмовая рота «Акула», а потом переделали в отряд спецназначения «Акула». У них было свое знамя, у них была вся атрибутика. Заметная часть бойцов «Акулы» была завербована из исправительных колоний Саратовской области. У «Акулы» также есть закрытая группа во ВКонтакте, где общаются бойцы подразделения. Я проанализировал биографию подписчиков этой группы и чаты для заключенных. Минимум 7 штурмовиков «Акулы» отбывали наказание в колониях строгого режима. Это только те, кого удалось идентифицировать. Самые распространенные статьи у них – наркотики, грабеж, убийство. «Акула» воевала на южно-донецком направлении в составе группировки войск «Восток». Штурмовики из «Акулы» закреплены за печально известной 37-й мотострелковой бригадой из бурятского города Кяхта. В начале полномасштабного вторжения эта бригада была одним из лидеров по числу потерь среди регионов Сибири и Дальнего Востока. Один из командиров «Акулы» — бывший российский чиновник Дмитрий Хвостов.
В прошлом вице-губернатор Владимирской области, отвечавший за строительство. В 2020 году его приговорили к 12 годам заключения в колонии строгого режима за многомиллионные взятки. Однако уже в мае 2023 года один владимирский телеграм-канал опубликовал фото Хвостова в зоне боевых действий. Сослуживцы Хвостова в комментариях к его аватарке пишут: «Командир, ты красавчик». Контракт бойцов «Акулы» закончился в ноябре 2023 года. С тех пор Хвостов успел вернуться с войны и открыл ИП. Он будет вести деятельность в области права. На память о своем отряде бывший чиновник сделал татуировку с акулой и номером 001. Здорово всем, пацаны, короче, штурманули хаты. Уже неделю сидим, держим оборону. Просто поливают со всего танки, минометы, посыпают. Сейчас уже потише стало. Пойдем. Вот так сидим, короче, заряженные. РПГ, шмель, гранатки. Вон, чаек варится. На видео в окружении полуразрушенных стен водонасосной станции боец с позывным Лёва. Ему 27 лет, настоящее имя Игорь Левин, санинструктор и штурмовик. В 2019 году Лёва был осужден на 11,5 лет по народной статье за распространение наркотиков. А в 2023 году из российской колонии строгого режима он отправился служить в штурмовой отряд «Черные бушлаты», составленный из бывших заключенных. Черные бушлаты участвовали в штурме промзоны Белогоровки, небольшого села на севере Луганской области. Атаковали территорию Попаснянского водоканала. Вот блок очистных сооружений, который называют Пешкой из-за его П-образной формы. Бои именно вокруг Пешки стали ключевыми для бушлатов. Терминаторы. Пойдем покажем детям, как надо штурмовать. Ну все надеются, что этого не будет. Мы войны. Ауе! Штурм начался рано утром, 28 апреля 2023 года, и перерос в многомесячные затяжные бои. Сражение за эту территорию солдаты по обе стороны фронта называли то дорогой смерти, то филиалом ада. В боях за Белогоровку Лёва был ранен и летом того же года лечился в военном госпитале. Прямо из лазарета боец попробовал описать впечатление от этого штурма зет-блогеру Вячеславу Максюте. Последний опубликовал рассказ Лёвы в своем телеграм-канале. Когда мы на штурм шли, пошло 256 человек. Из них 46 человек в живых осталось. Мы взяли здание группой примерно из 25 человек черных бушлатов и 17 человек из батальона «Ахмат». На четвертый день захватили полностью здание завода. Держали оборону, по нам работала арта, танки, РПГ, пулемет. Подкрепление не могло к нам прорваться 5 дней, потому что все, кто шли, их ложили. На пятый день, когда пообещали, что опять поддержка идет, я сказал: не врите нам, скажите прямо, что мы тут все и погибнем, и никто нам не поможет. Но на шестой день и вправду пришло подкрепление. Сейчас из нашей роты осталось очень мало людей, поэтому ходим на задачи по 8 или по 4 человека. Вскоре после публикации блогер удалил этот пост. В воюющей России не принято озвучивать цифры потерь, понесенных армией во время штурмов. При этом Максюта, собирая среди своих подписчиков донаты для черных бушлатов, презентует этот отряд такими словами. Бушлаты находятся в самом пекле войны. Их погибает во время штурма до 70%. Страшно, что они рассказывают. Идем за Лерой, да? Хотел снять, блядь, интересно, но, к сожалению, попали. Черные бушлаты именуют себя спецназом. На их нашивках видно аббревиатуру ОСПН – отряд спецназначения. Бушлаты вошли в состав 123-й мотострелковой бригады, так называемой ЛНР, которая была сформирована еще в 2014 году, а после оккупации Луганска вошла в состав российских вооруженных сил.
В отличие от обычных штурмовых подразделений, у бушлатов сформировалась своя профильная стезя. У нас такая просто специфика нашего направления. Ребята, допустим, многие, кто они воюют лесопосадку. Лесопосадка поле, лесопосадка поле. А у нас завод, здание, перекрытие, вот это вот вся движуха. Название отряда «Черные бушлаты» отсылает к одноименной песне Владимира Высоцкого, которую он посвятил отряду морского десанта, воевавшему во Второй мировой и обреченному на смерть. Нынешние бушлаты никак не связаны с теми, что воевали в середине 20 века. Кстати, бушлатами иногда называют не только морскую форму, но и тюремные ватники. Я уже говорил, главная битва современных бушлатов, ставшая их локальной легендой, это штурм Попаснянского водоканала в Луганской области. О нем довольно подробно рассказал не только Лёва, но и его коллега по оружию. Бегущий человек на видео, снятом в одном из зданий водоканала, боец с позывным «Кабарда». Вот он же без маски на фото черных бушлатов с пулеметом. Ему 42 года, настоящее имя – Расул Бекулов, родом из Кабардино-Балкарии. Он попал в колонию строгого режима по обвинению в убийстве жены. На сайте Следственного комитета и в судебном реестре утверждается, что преступление было совершено 28 мая 2019 года в небольшом поселке Прогресс в Ставропольском крае. Ночью, прямо у дома родителей жены Бекулова, куда та уехала после ссоры с мужем. Полный тезка Кабарды нанес своей жене 11 ножевых ранений. В сентябре 2022 года Ставропольский суд вынес Расулу приговор – 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Уже в апреле Кабарда воевал в составе черных бушлатов. Кабарда поведал свою историю штурма Попаснянского водоканала Сергею Жигалову, самарскому писателю и журналисту. Рассказ бойца попал вот в эту книгу. Заглавие этой небольшой зарисовки «Дорогой смерти». Штурм, как уже говорилось ранее, начался утром 28 апреля 2023 года. Кабарда утверждает, что внутри здания находилось 150 солдат ВСУ. Расстояние от окопов бушлатов до Пешки составляло около 400 метров. В 30 шагах от российских позиций проходила огромная и глубокая земляная трещина. По словам Кабарды, трещина простреливалась в ВСУ со всех сторон, поэтому между собой бойцы называли путь по ней «дорогой смерти». Как только наши бойцы выдвинулись в сторону позиции ВСУ, вражеские пулеметчики открыли огонь. В первое мгновение боя мне показалось, что мы до сих пор на учениях. Я не оборачивался и не видел кровавый шлейф из мертвых тел, которые мы оставляли за собой. Кабарда утверждает, что в Пешку российские войска зашли в 4:50 утра, спустя полчаса штурма. Запах пороха, крови и смерти въедался в кожу. Штурм, по словам бушлатовца, был закончен к 7:30 утра. Бойцы ВСУ якобы рассредоточились по соседним зданиям, а на полную зачистку Пешки, утверждает Кабарда, ушло 2 недели. Через неделю мы были похожи на зомби, обессиленные, грязные, голодные. 300-х, то есть раненых, становилось больше, чем целых. Вывести их не удавалось, а подкрепления так и не было. Подводя итог своего повествования, Кабарда утверждает, что совместно с подразделением «Ахмат» они взяли штурмом еще 3 здания. Запомним, что в атаке участвовали и черные бушлаты, и чеченский батальон «Ахмат». У нас есть как минимум 2 письменных источника и множество фото и видео из личных соцсетей бойцов, которые подтверждают участие бушлатов в боях за промзону Белогоровки и Попаснянский водоканал. Лиса, ответь волку. Говори, волк. Там что, по вам? Что, я не пойму. Однако официальная российская пропаганда рассказала об этом штурме так, словно целой роты заключенных, черных бушлатов, там просто не было. Отряд из 22 бойцов Ахмата сразу же начал штурм промзоны Белогоровки, удерживаемые украинской нацгвардией и элитной 77-й отдельной аэромобильной бригадой, бойцы которой проходили подготовку в Великобритании. Их быстро одолели. Это спорный сюжет военкора Мурада Газдиева. Даже по рассказам Лёвы и Кабарды слова диктора о том, что бойцов ВСУ, цитирую, «быстро одолели», это просто неправда. Блогер Максюта, который общался с Лёвой, тактично комментирует неупоминание бушлатов в сюжете Russia Today. Большая часть работы целой бригады остается в тени.
Такому раскладу удивлены и сами бушлаты. Втроем взяли пленного, умудрились. Он которого ты говорил, там, притащить его. С ним даже есть видео в интернете. Там, правда, сказано, что его взял Ахмат. Но на самом деле, как мы видели видео в интернете, что и на завод дошли только 22 человека Ахмата. На самом деле там была еще целая наша рота, ничего себе, 100 с лишним человек. Боец черных бушлатов упоминает солдата ВСУ, взятие в плен которого тоже приписали Ахмату. Речь идет о следующем эпизоде. 6 мая 23 года, в разгар боев за Белогоровку, Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал видео с украинским пленным по имени Ярослав. На видеоролике командир батальона Ахмат Апти Алаудинов пытается выудить из Ярослава слова, которые лягут в российский пропагандистский нарратив. Про потери в ВСУ и, например, тех же западных инструкторов. Подготовка, она была где-то за рубежом или где? Нет. Апти Алаудинов ранее упоминал, что в боях за Белогоровку, помимо Ахмата, участвуют солдаты подразделений так называемой ЛНР, к которым относятся и бушлаты. Однако ни Кадыров в своем посте про пленного, ни Алаудинов в разговоре с ним не упомянули черных бушлатов. Часть бойцов из бушлатов считают, что их командование решило попросту скрыть факт их участия в боевых действиях. Почему? Заключенные сами не знают ответ. Остается предполагать, то ли командиры не хотели докладывать о гигантских потерях, то ли, как не считали никогда в России погибших заключенных, так не считают и теперь. Жалко, конечно, пацанов. Ну, держимся, чё. Война. Мать одного из погибших бушлатов пишет: Все знают, что они там были, но документально никто не подтверждает. Отряд «Шторм» там находился как призрак. Российские войска штурмуют Белогоровку еще с весны 22 года. Это важная линия украинской обороны. Белогоровка относится к Луганской области, но граничит и с Донецкой. Неподалеку располагается важная логистическая артерия – трасса Бахмут-Лисичанск. Вот он, пока Лисичанск. Тогда, в начале Большой войны, российские войска пытались форсировать реку Северский Донец, естественное препятствие вблизи Белогоровки, и понесли колоссальные потери. В мае 22 года авиаударом была разрушена школа в Белогоровке, где местные жители прятались от обстрелов. Из-за безостановочных бомбежек жители поселка эвакуировали. Уезжайте, не ждите горя в семье. Оно вам не надо. Те немногие, кто все же остался в Белогоровке, фактически жили в подвалах, но и они вскоре были вынуждены покинуть свой дом. Хозяин Николай говорит, по поселку повсюду разбросаны боеприпасы. Кроме того, опасные подарки могут быть и от российских диверсионно-разведывательных групп. Находка подтолкнула семейную пару все-таки покинуть родной дом и выехать хотя бы временно к дочери. За дочкой домой скучно. Хорош навіть. Три месяца уже дочку не бачили. К июлю россияне все же оккупировали Белогоровку, но уже в сентябре ВСУ отбили ее обратно в процессе Харьковского контрнаступления. А российская армия продолжила атаковать поселение. К тому моменту, когда штурмовать Белогоровку направили черных бушлатов в апреле 2023-го, поселок был уже полностью разрушен. Вчерашние зэки атаковали руины, что остались от промышленных зданий на территории Попаснянского водоканала. Однако в условиях войны водоканал стал укрепрайоном ВСУ. Взяли під свій контроль населений пункт Білогорівка Луганської области. Кровопролитные штурмы с участием черных бушлатов не привели к захвату этой территории российскими войсками. В конце 23 года те из бушлатов, кому повезло выжить, вернулись домой. А бои за водоканал все продолжались. В мае 24 года близкий к российскому генштабу блогер-рыбарь сообщил, что территория Попаснянского водоканала остается серой зоной. А уже в конце года и вовсе заявил о том, что Белогоровка стала синонимом кладбища и находится под полным контролем украинских формирований.
В публичном телеграм-чате черных бушлатов боец с позывным Каха, матерый уголовник, который воевал вместе с бушлатами в Белогоровке, делится своими воспоминаниями. Он пишет, что на территории промзоны ВСУ простреливали каждый сантиметр. В голосовом сообщении Каха сокрушается, что его сослуживцы попусту гибли в промзоне. Отбивали и будут отбивать. По-моему, сколько пацанов погибло, и все равно отдают ее. Каха говорит о том, что видел собственными глазами. Он занимался эвакуацией тел погибших. Принес. Вот мы ходили. 200 у нас. Наши пацаны. Сейчас еще за третьим пойдем. Туда же. Бойцы Шторм Z, кажется, не до конца верят в то, что военное командование цинично отправило их в расход. Высокую смертность в своих отрядах часть штурмовиков объясняет не жестокостью, а глупостью руководства. Дураки отдают нам такие приказы, и тут ничего не поделаешь. Ты все понимаешь, но поделать ничего не можешь. Приказ дурака хуже смерти. Кто отдавал эти приказы? На смертельный штурм промзоны бойцов мог отправить один из командиров Ахмата, 31-летний Ачур-Суге Мангуш. В чате бушлатов о нем говорит один из участников штурма. 28 апреля 23 года вот это чудовище командовало всеми подразделениями, которые штурмовало. То есть Ахмат в количестве 24 человек и черных бушлатов штурманула и заняла Пешку. Уроженец Тувы Ачур-Суге Мангуш, позывной Ирбис, воевал вблизи Белогоровки с 2022 года. Тогда же он мог совершить жуткую казнь украинского пленного, кастрировав его ножом после пыток. В медиа его прозвали «садистом в шляпе». Внутри промзоны Белогоровки бойцы черных бушлатов обращались друг к другу с вопросом, который можно задать и Ирбису, и командирам рангом выше, генералитету и руководству страны. Ты скажи, сколько нас осталось и скольки человек взвода? Все нас осталось, там мелочь.